Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня мы ничего готовить не будем. В этом видео речь пойдет о цитрусовой цедре, о ее видах, заготовке и применении. Многие из нас любят сочные апельсины, сладкие мандарины и ароматные грейпфруты, кожура от которых чаще всего выбрасывается. А зря. С цитрусовых корочек можно снять цедру или приготовить цукаты. Что же такое цедра? Это тончайший верхний слой кожуры цитрусовых. Многие считают, что в кулинарии используют только лимонную цедру, но это не так. Собрать цедру можно с любых цитрусовых – с лимонов, лаймов, мандаринов, апельсинов, померанцев и грейпфрутов. Качество цедры напрямую зависит от того, насколько тонко она была срезана с кожуры. Правильно снятая цедра должна быть толщиной не более 2 мм. Используют цитрусовую цедру, как правило, в свежем, сушеном или замороженном виде. К сожалению, свежая цедра не всегда есть под рукой, а поскольку она прекрасно хранится, то лучше заготовить ее заранее. И сейчас я покажу вам, как можно это сделать на примере апельсина и лимона. Для начала любые плоды необходимо тщательно обработать. Помыть в теплой воде желательно жесткой щеточкой, а чтобы цедра легче отделялась от белого горьковатого слоя, фрукты нужно ошпарить кипятком, а затем насухо вытереть. Существует несколько приспособлений, которыми можно снять цедру. Специальный нож с острыми зубчиками, обычная овощечистка и мелкая терка. Для начала воспользуемся специальным ножом для снятия цедры. Признаться, я не очень люблю это приспособление, так как оно хорошо снимает цедру только с плотных, очень твердых фруктов, а с таких, как мандарины, грейпфруты или мягкие апельсины, снимать цедру неудобно. Гораздо удобнее воспользоваться самой обычной овощечисткой. Главное, срезать верхний слой кожуры необходимо как можно тоньше. Делать это нужно не спеша, стараясь не задеть белый горький слой. Срезанную таким образом цедру, как правило, сушат, разложив в один слой на плоской тарелке при комнатной температуре в течение 2-3 дней, а затем измельчают в порошок в блендере, кофемолке или ступке. Ее также можно нарезать мелкой соломкой и далее использовать как в свежем, так и в сушеном виде. Но лично для меня самый удобный способ снятия цедры с помощью мелкой терки. Это и проще, и быстрее. Главное снимать очень аккуратно только верхний слой, который имеет окраску, не захватывая белый подкорковый. Сильно не надавливаем, делаем пару движений в одном месте, а затем, прокручивая фрукт, легко и просто снимаем цедру. Таким образом снимается исключительно цедра, насыщенная эфирными маслами, обладающая приятным ароматом, характерным для каждого вида цитрусовых. Точно так же можно заготовить цедру, например, с лимона. В отличие от апельсиновой, она более сухая. Лимонную цедру добавляют в соусы к рыбе и мясу, в рыбные супы, к нежным видам жареного мяса и жареной рыбе, посыпав их цедрой непосредственно перед подачей на стол. Из нее готовят лимонную соль, а также приправу из перца с лимонным ароматом. Как я уже говорила выше, цедру можно использовать в любом виде, а хранить в сушеном или замороженном, но обязательно в герметичной таре. А есть еще один способ долгосрочного хранения, которым я чаще всего пользуюсь. Как правило, с одного крупного фрукта получается 1 столовая ложка натертой цедры. И на каждую ложку цедры я беру 2 ложки сахара. Все хорошо перемешиваем, как бы перетираем. И раскладываем в чистые сухие баночки с плотно закрывающимися крышками. Хранится такая заготовка в холодильнике довольно долго и используется по мере необходимости. При таком способе хранения сахар выступает консервантом, пропитывается эфирным маслом цедры и является прекрасным ароматизатором для кондитерских изделий и сладкой выпечки, пирогов, пирожков, кексов, печенья, куличей и булочек. Она используется как ингредиент во фруктовых и овощных салатах, в
кондитерском производстве и при изготовлении сладких блюд, таких как компоты, кисели, желе, варенье, муссы, пудинги, мороженое, взбитые сливки и творожные пасты. Особый вкус цедра придает различным рыбным, мясным блюдам и соусам, а также является одним из компонентов для приготовления салатных заправок и маринадов. А еще она удачно применяется при изготовлении коктейлей, лимонадов и всевозможных ароматных алкогольных настоек и ликеров. Дорогие мои, надеюсь, это видео было вам полезным, и теперь вы не будете просто так выбрасывать цитрусовую кожуру, а хотя бы соберете и сохраните цедру, которая обладает совершенно уникальным ароматом и прекрасно разнообразит ваш стол. Друзья, не забывайте оценить видео, если оно вам понравилось. Спасибо, что готовите по моим рецептам и оставляете свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. С вами была Дина. До новых встреч, до новых интересных рецептов.